привет, друзья! Мы на Сима Шоу. Наконец-то этот день настал. Мы готовились, в общем. 4-й год мы уже показываем наши машины. Из года в год это в основном машины разные. И в этом году мы сразу подведем черту под двумя нашими проектами. Они оба доделаны. Не все они сделаны полностью нами. Некоторые, например, шерифа машина была сделана вначале человеком, который ее разбирал. Потом были люди, которые ее собрали, установили пуш-бар. Потом были Unplug Performance, которые сделали эту машину видимой, визуально похожей на полицейскую машину. То есть установили много лампочек, установили пленку. Установка пленки — это важный элемент. Но мне кажется, из-за трудностей перевода мы немножко не поняли друг друга в отношении того, как должна выглядеть полицейская машина в США. Видимо, я теперь буду пожарником на красной машине. Потому что теперь она не красно-черная, она теперь бело-черная. Мы сейчас установим вот такое вот весло. Это ломаный карбон. У нас уже ломаный карбон стоит на зеркалах. Треснутое стекло мы тоже красивенько замостили специальным шильдом, который будет показывать и напоминать шериф-департаменту, что мы с ними вместе работали над этой машиной и какой это был год. Обратите внимание, дверь с обратной стороны красная, потому что все еще мы не отбрасываем возможность, что эта машина может работать и в пожарном департаменте. Здесь установлено специальное полицейское оборудование. И здесь лежат столбики, если что, отгородить эту машину от нарушителей. Если вы приехали куда-то, и там огромное количество нарушителей, и вы не можете с ними справиться, вы просто выставляете столбики, натягиваете ленточку, стоите за этой ленточкой, и ничего вам не грозит. Это закон. За ленточку не заступать. Этот спойлер был нарисован и изготовлен в Киеве. Прошел длинный путь от Киева в Польшу, с Польши на самолет, с самолета в Лос-Анджелес, и сейчас устанавливается здесь на Сима, на машину, которая будет работать в полицейском департаменте. Вообще, чувствуете вообще, как, когда мы рисовали этот спойлер, я никогда в жизни не думал, что он будет когда-либо установлен на полицейскую машину. Пока Саша приклеивает спойлер, я на заднем плане буду рассказывать вообще про другую машину. Кабриолет стал у нас намного ниже. Дальше появились у нас красные акценты. И это добавило еще вопросов к этому автомобилю. Во-первых, был вопрос, почему колпаки стоят спереди, а сзади колпаков нет. Теперь, почему карбон вдруг стал красный. Здесь появилась еще дуга. Почему она такая, не другой формы, об этом мы всем будем рассказывать в другом видео, которое я посвящу тому, как пользоваться этой машиной и всем ответам на вопросы по поводу этого автомобиля. Сейчас я просто перечислю, что мы сюда добавили. Значит, вот эта часть, она была изготовлена из 3D принтерной детали. Она полностью сейчас карбоновая. Значит, вот эта часть, она до этого была из карбона, такого же ломаного карбона, как сейчас мы поставили на шерифа. Значит, машина стала, посмотрите, насколько она стала ниже. Она просто у нас, друзья, лежит на полу. Значит, мы это добились того, что установили пневму, прям лежит на батарее. То есть для нас было очень важно прям дропнуть ее максимально. Главное — это тест-драйв и показать. Хочется самому почувствовать, насколько эта штука нужна. Из-за этого у нас поменялось и подкапотное пространство. Подкапотное пространство у нас теперь занято вот этим. Значит, у нас появилась дополнительная батарейка на 81 киловатт-час. Теперь машина проезжает примерно 800 миль. Бейджик, чтобы никто не забыл, кто, зачем и когда делал эту машину. Что мы еще сделали по этой машине? Ну, огромное количество тех вещей, которые не успевали сделать перед тем, как завозили эту машину в Абисмо. Потому что в Абисмо мы доготавливали эту машину в последнюю ночь. Сейчас мы приготовили к Сима, мы подготовили ее достаточно спокойно. То есть последние пару дней это что-то натирали, что-то доделывали. И это, наверное, самая спокойная подготовка к Сима Шоу среди всех тех 4, которые были. Смотрим, как стоит спойлер. Стоит на месте. Все нормально.
Бейджик наш на месте. Коротше, віддав машину на Unplug Performance, щоб вони поклеїли плівку, зробили лампочки. Вони взяли всю машину, забрендували повністю Unplug Performance. Тобто ніде. Ми вклали в цю машину купу грошей, часу, зробили з цього брухту машину. І ніде нема жодної позначки, що ми тут взагалі були. І це політика, розумієш? Більша компанія, і вона така: давай, малий, ти все зробив, тепер дяді дорослі. Зараз будемо їх розштовхувати. Я пропоную нахер відрізати плейт. Что мы указали? Мы указали, что всего такая машина на сейчас одна. Кто участвовал в этой машине? Что это такое? Это самый быстрый в мире интерсептор на сейчас. И он, наверное, мы написали one of one, но, наверное, надо было написать первый и год выпуска. Наверное, надо было написать первый, потому что я уверен, что такие машины еще будут делаться, и делаться будет для полицейского департамента. 1020 лошадиных сил, и это именно то, что надо полицейской машине, которая хочет кого-то догнать. Потому что вот эти все догонялки, там, где кто-то уезжает, а они его догоняют, это все не работает с этим автомобилем. Она находится на хвосте в течение пары секунд, и еще в течение нескольких секунд она может оказаться впереди, сбоку, где захочет водитель этой машины. Единственный минус это в том, что полицейские должны готовиться на таких же точно машинах, потому что они пересаживаются с машин медленных, с обычных полицейских машин, а здесь совсем другие навыки. И может быть LA полис-департамент первый будет, который будет вводить тренинг именно на таких автомобилях. Потому что Теслы у полицейских машин уже попадаются. Вот, например, Cybertruck. Он как будто бы рожден для полицейского департамента. То есть можно бить эти панели, все им не важно. Он же даже пуленепробиваемый, но пуленепробиваемый в легкой ситуации, да. И также есть Model Y и другие есть машины, которые уже полицейские покупают, чего нету. Plate пока что слишком дорогой для того, чтобы их покупать на постоянной основе. Cybertruck тоже достаточно дорогой, поэтому эта машина стилизована под полицию. Ребята ожидают, что будут эти машины заказывать. Я уверен, что их будут заказывать, потому что цена Cybertruck потихоньку будет падать. Может быть, сделают какую-то пустую версию без подруливающих задних колес, еще без чего-то, специально для военных и полиции. Я уверен, что так будет, потому что кузов готов быть в милитари исполнении. So looks like our project. Ну что, вроде наш проект закончен. Эндрю, расскажи больше о машине, пожалуйста. Да нет, надеюсь, он не закончен. Я надеюсь, что мы будем его продолжать допиливать. И я хочу, чтобы эта машина проехала вообще по всему миру, по всем выставкам, по трекам всего мира и подняла идею о том, как должна выглядеть полицейская машина на новый уровень. Это на самом деле очень классный опыт, и мне было приятно с вами работать. Вы взяли машину, на которой реально не было живого места, все было растрощено, и вы полностью собрали ее и сделали как с завода, даже красивее. Мы немного на ней проедемся, проверим, что как, и начнем выполнять функции обычной полицейской машины. У нас было огромное количество проблем с этой машиной. Батарейка висела под машиной со срезанным подключением. Экран тоже был вроде бы, но буквально вся проводка была уничтожена. И огромный кусок работы был также отдан Unplug Performance. Бен, твое слово, расскажи подробнее. Это была мощная командная работа. TSK сделали всю работу по машине. Кузов, электрика, внешний винт, кунг. И она, по сути, уже была готова к работе в полиции. Мы делаем полицейские машины, которые работают по всем Соединенным Штатам, по всей стране. Надеюсь, скоро будут по всему миру. И конкретно это была самая быстрая, самая крутая полицейская машина из всех, что мы когда-либо делали. И вообще, самая быстрая машина в мире. Для нас была большая честь поработать с этой машиной, шерифом и командой TSK. Люди ходят здесь по выставке и очень удивляются, что эта машина реально будет работать. Прикольно, что она стоит возле Кибертрака, который тоже полицейский и тоже будет выполнять свою функцию. Уверен, что все ждут, что она наконец-то выйдет на дороги. И спасибо Эндрю и TSK за возможность присоединиться к проекту. Спасибо, Эндрю, за возможность. Надеюсь, мы сделаем что-то еще более крутое. И с Unplug Performance, они все-таки самая большая компания по модификации Тесла в США. Да, это нас и объединяет. Все мы очень любим эти машины, и классно, что можем поддерживать такой стиль и культуру. Оставайтесь с нами и не нарушайте правила дорожного движения.
Да, и не пытайтесь убежать от пледа. Это не сработает ни при каком условии. Пока вы наслаждаетесь кадрами тех машин, которые уже мы поставили здесь, я вам расскажу про то, что мы хотим сделать на следующий год. То есть план на следующий год. Очень важно выставлять какие-то планы перед тем, как вы что-то делаете. Значит, TSK GTR – это следующий проект. Если этой серии еще не было на канале, то вы ее скоро увидите. Что это такое, я описывать не буду, но это будет самая крутая переделка бензиновой машины в электро. Еще один проект – это летающая Model Y. Тоже не буду объяснять, как она будет летать. Смысл в том, что она должна летать. И я хочу увидеть реальную машину, которая в стоп-кадре будет в воздухе. Вот такие вот проекты. Если вы считаете, что мы оторвались от земли и делаем что-то, что вообще никому не надо, обязательно пишите в комментарии. Я уверен, многие из вас уже это сделали. Мне очень приятно читать любые ваши комментарии. И еще хотелось бы, чтобы вы написали обязательно, что бы вы добавили именно в эти проекты тоже. Друзья, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами. Пока. Четвертый раз я участвую в этом грандиозном событии – параде в конце Сима, где лучшие машины мира съезжаются и вечером проезжают мимо всех зрителей, которые собираются на трибунах и вдоль дороги. Вон там S-Club. Джон выехал со своей колонной машин. Целая улица, забитая людьми, которые любуются на красивые машины.